Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня я хочу поиграть на одном из своих любимых билдов, это боги-жрецы. О всех плюсах и минусах мы, соответственно, поговорим в течение игры, и, соответственно, со всеми минусами, я думаю, в этой катке мы столкнемся. Ну, соответственно, посмотрим. Я надеюсь, что бог рандома, конечно, меня любит в этой катке и даст мне либо сыграть через лустрик хорошо, либо же через винстрик. Если же играть через винстрик, то идеально это были бы гоблины-мехи, чтобы у меня были куча халявных роллов, чтобы я мог спокойно собирать свои фигуры в двойку, в тройку и тому подобное. Ну, короче, давайте посмотрим, вот как оно будет все-таки, потому что я еще не знаю. У меня отличное настроение на этот билд. Сразу говорю, на богах. Я понял. Я понял, это намек. Вот я же говорил, что это, ну, все, бог рандома меня любит. Со старта он мне уже показал, что боги, жрецы, это твое. Беру предметы на ману, потому что мне они необходимы, кровь из носа, так как эта жрица, она имеет медленную тычку, у нее есть свои минусы и плюсы, но об этом мы поговорим сейчас чуть-чуть позже. Я хочу такое небольшое вступление сделать. Смотрите, в этот четверг будет последний стрим в этом году, поэтому, ребят, я всех буду ждать в 6 часов вечера по киевскому времени. В телеграм-канале я об этом, соответственно, напишу, и в группе ютуба, там где сообщество вкладка, тоже об этом сообщу. Поэтому, ребят, всех жду. Будет у нас лобби с подписчиками. Надеюсь, что-то будет еще интересное. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось это. Но все равно это будет, короче, последний мой стрим в этом году. Дальше у меня будет, скажем, такой небольшой отдых. И хочу сразу предупредить то, что 31 и 1, и, возможно, даже 2, то у меня будут реплеи со стримов. То есть вырезки со стримов будут на канале. Поэтому эти 3 дня я буду выходной, недоступен, потому что я и 31 и 1, оказывается, еще и работаю. Поэтому не повезло мне немножечко с удачей. Ну, что делать? Работа не волк, от нее не убежишь. Поэтому придется работать. Благо хотя бы ноутбук есть. Вот благо хотя бы уже ноутбук есть. О, отлично. Получилось у меня купить ноутбук, но, соответственно, когда будут отключки света, мы его и проверим. Боже, мне на ману сейчас падает все, что я хочу. Как я буду играть через богов-жрецов? Во-первых, мне нужен тренд тройка. Это первое. Второе, мне нужна жрица. Третье, мне нужен нежить-жрец. Четвертое, мне нужен орк-жрец. А так как здесь, кстати, есть дух пятерочка, у меня есть некоторые идеи на этот счет. Жалко, кстати, я не могу уровень взять. Не знаю, я, короче, сейчас пока как-то такую расстановку сделаю с такими фигурами, потому что есть гримтач в двойку. И плюс у меня есть Лина. Если сейчас... Лина, давай, пожалуйста, только кинь как надо. Не как обычно ты кидаешь налево. Чтоб твой прицел сбили несколько раз, ты... Ну, у меня нет слов. Я хоть и выиграл вот этот раунд сейчас, но, ребят, вы сами видели, вместо того, чтобы ударить как бы в того, кто гримтач накастовал, она берет и бьет какого-то левого типа. Но она адекватная. Нет, конечно, она неадекватная. Это, ну, ладно, у меня просто нет слов на этот счет. Я негодую с этого. Просто стоят 2 чувака с отметками, она берет, кидает в Мирану. Имею в виду под чернилами отметки. Ну, короче, вы поняли. Вы поняли, что я имею в виду, как бы, ну, и все. Еще надеюсь, что мне эта жрица света придет в двойку. Давайте сразу перейдем плавно к минусам и плюсам этого билда. Во-первых, вы играете в долгую. Когда вы играете через богов-жрецов, вы играете в долгую уже как бы заранее. То есть вы плотные, жирные, вас тяжело уничтожить. Но если будут огромные ваншотные нюки, то, соответственно... Ух ты, хоть первый раз она закастила как надо, видели? Лагуну только что по 4 просто так всандалила. Аж тапки послетали у Дженни. Ух, да шо ж так идет? А знаете что? Я могу, кстати, взять и 6. Но я, наверное, этого делать не буду. Да, я этого делать пока не буду. Мне, в принципе, мой стол устраивает. На лустрике я пока что играть не буду, потому что в этом нет никакого смысла. Я пока немножко могу на винстрике поиграть. Хотя вражеские столы там, будь здоров, еще. Сейчас мои тапки теперь послетают. Я вот скинул Дженни тапки, сейчас и мне скину тапки. Так, Неогейм. 2 гоблина. А, резачок в двойку. Ага. Ну да, конечно. Угу. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что именно будет такой исход? Ладно, ничего страшного. В принципе, теперь можно и на лустрике поиграть. Правильно? Правильно.
Конечно, правильно. И, кстати, знаете, что я заметил? Что из-за того, что сейчас близятся новогодние праздники уже, кстати, всех с наступающим Новым годом, осталось совершенно немножечко, неделя осталась для Нового года. Вдруг кто еще потерял, не, ну, потерялся в датах, как и я, то осталась всего лишь неделя. Поэтому, ребят, всех с наступающим Новым годом. И из-за того, что все сейчас полностью заняты организацией праздника там, и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее, то лайки стало собирать очень тяжело. Поэтому давайте так. За лайки немножко мы забиваем, но я надеюсь на вашу поддержку. Чем больше лайков, тем лучше. А в следующем году я буду реализовывать все те билды, о которых обещал в этом году. Правильно? Обещанного не 3 года ждут, не надо. У меня так это не работает. Раз я обещал, то значит нужно будет сделать. И, соответственно, все лайки, которые будут собраны в этом году, в 2024, я буду реализовывать в 2025. Ну, чтобы как бы было все по-честному. Потому что лайки реально стало очень тяжело собирать. Я ставлю планку в 50 лайков, а мало людей. Сейчас вот, ну, из-за того, что все готовятся к праздникам, мало людей, к сожалению. Ну, ничего страшного, прорвемся. Все-таки Новый год, надо готовиться. Я как бы тоже человек и все понимаю. Поэтому, ребят, просто поддерживайте меня своими лайками. 50 лайков — это легкая планка, которую мы достигаем просто вот так вот по щелчку пальцев. Ты серьезно? Антимаг? А ты мог что-то попроще себе найти? Вот там Леона, например. Че сразу антимага? Вот еще одна проблема, если там будет вот Пицго соберет какой нужный билд, и он, не дай бог, найдет медальон, или, не дай бог, будет играть через гридеров, то этот антимаг, он меня просто разорвет в пух и прах. Ну, как бы, заведомо уже разорвет в пух и прах. По поводу вот этой вот жрицы, о которой я хочу сказать, она классная. Но ее огромный минус в том, что она накидывает отхил на врагов, а не на своих. Вот не знаю, зачем так разработчики сделали, в чем прикол они вообще такого сделали. Мне непонятно лично. Может кто-то из вас в комментариях мне объяснит, зачем они так сделали? Как по мне, это баг какой-то. Либо же они просто решили такие, ай да, так сойдет. Ай да все равно так сойдет. Буду без мата говорить. Не знаю, может, конечно, пандочка мне что-то и принесет сейчас, знаете, как новогодний подарочек. Но единственное, что я думаю, она мне привезет, ну, привезет, говорю, принесет на своих санках. Не санках, или санках. Подождите. Я забыл, у Дед Мороза или у Санты, что там, по-моему, санки, правильно? Новогодние сани. А, ну да, новогодние сани. Что-то у меня вообще из головы вылетело. Ладно, сори. Сори. Короче, на новогодних санях эта панда привезет единственное что, это болтов мне на парочку. Так, ну, чтобы не скучно не было, парочку болтов, ну, 100%. Бэм! Жалко у меня Лина в единицу. Была бы у меня Лина в двойку сейчас, она подчернила бы, и немножко богов нормально бы так накидывала. Просто, будет здоров там было бы. Воины здесь собираются по дефолту. Я думаю, что и по дефолту соберутся здесь эти самые, как их там, охотники. Охотники, я думаю, уже всех задолбали. Но на самом деле охотников легко контрить. Вот, как бы, гадалки не ходи, но в действительности их легко контрить. Просто на них играют из-за того, что и сейчас, вот именно в этом патче, мало предметов. А, ну, кстати, охотников даже что-то и не видно. Аж удивительно. Обалдеть. Ничего себе. Это очень удивительно. Удивительно то, что в действительности никто не собирает охотников. Как так-то? А как же в каждой каточке по парочку охотников? Ну, это как-то, ну, несерьезно, ребята. Это как-то, ну, это, по-моему, лобби с ботами, мне кажется. Потому что обычные игроки не упускают возможности поиграть на охотниках. Как так? Все, что в мете юзается 100%. Ладно, окей. Так, что мне по реликвиям сейчас упадет? Давайте посмотрим. Трентуха пришел. Шикарно. Можно, в принципе, продать эту сейчас панду. Что я и сделаю. И продам Марса. Знаете, что я сейчас сделаю? Я хочу сделать свиноферму. Ребята, а кому на Новый год мяска подогнать? Кому мяска на Новый год подогнать? Скамейка, куда ты там собираешь жрецов? Ну-ка брось эту каку. Скамейка. И то дам тебе. Ты глянь какой. Жрецов он решил моих собрать. Нельзя так делать. А та тебе будет сейчас. Так,
Давай, тренд, отхил. Ой-ой-ой. А, нет, хорошо. Успел. Я только что думал, что из стана не выйду, но я успел немножечко. Успел. У меня, кстати, почти 50 монет. 11 раунд, у меня 40 монет, более-менее такой хороший стол. И мне, кстати, писали в комментариях, что эти кабаны, они одновременно апаются. Но мне что-то кажется, это слишком мощно, поэтому я буду наблюдать за этим. А, ну вот, видите, все, комментарий неверен. Мне писали о том, что эти кабаны, они все на плюс одну монетку апаются в каждом раунде, если же, ну там повезет вам. То есть не один кабан рандомно апается, а все одновременно апаются на плюс один. Но, как мы видим, миф разрушен. Миф был разрушен. Мы эти сейчас кабанчиков вырастим. Я надеюсь, что за 10 раундов они поднимутся до 10 монет, и я их спокойно всех продам. Вот на рынок. На рынок мясо продам. Там их там чик-чик. А мне опыт, уровень, все дела. Кстати, я благодаря им смогу либо же собирать свои фигуры быстро, либо же брать уровень. То есть, смотрите, когда они будут по 10 монет стоить, я, в принципе, могу их всех продать. Это сколько? 30, 60, 70. Это 70 монет. По сути, это 2 уровня. О, кстати, Гранд Геральт, спасибо. Гранд Геральт — это то, что доктор прописал. Жалко, конечно, трендухи нет. Вот, кстати, был бы у меня сейчас на этом раунде тренд в тройку и жрица в двойку, скорее всего, я бы не проигрывал раунд, от слова совсем. У меня был бы такой жесткий хил, чтобы ни один из этих противников мне бы ничего не сделал. Моментального урона сейчас ни у кого нету, как я вижу. Магов тоже как бы нету. В принципе, все. Так, что у тебя тут? Ага. Хренушки, не посмотреть мне, что у тебя там. Кстати, прикольный стиль там у Грангеральда был. У Достада. Ага, Neogame будет играть через волшебников-магов. В принципе, мне это нравится. Если он еще и медальон не купит первого тира, то я, в принципе, буду только рад. Я только буду рад тому, что он будет играть на волшебниках через магов. Я буду очень этому рад. Так, Гринго, и ты хочешь играть на жреца-богах? Я вас всех накажу. Вот вы будете у меня... Попа бита будет, отвечаю. Нельзя играть на бога жреца, когда я хочу их собрать. Прикиньте, вот серьезно, вот захотелось мне сыграть на одном из моих любимых билдов. А они тут как тут решили меня сейчас всю малину обломать. Прикиньте, какие негодяи. Ну, какое. Я, кстати, Лину сейчас, наверное, уже буду продавать. Она мне уже особо импакта не вносит. Хотя, на самом деле, можно было бы ее и в двойку собрать. Но. Я лучше, наверное, пока что через Лустрик спокойно поиграю. Если кого-то и буду уничтожать, то буду уничтожать. Если не буду, то, ну, в принципе, и ладно. Я не обижусь. Я не гордый. Можно и попроигрывать пару раундов. Почему бы и нет? Правильно? Так, боги-жрецы. Где моя жрица? Вот скажите, пожалуйста. Так. О, 4 монетки уже стоят. Свинки-то растут, а свинки-то плотнее становятся. Знаете? Слышь ты, Пицго. Вот помните то, о чем я говорил, что есть огромная проблема, когда вы играете на богах-жрецах через отхил? Это то, что будет моментальный урон, вас снесут, будь здоров. Вот только что Лина взяла и снесла мне абсолютно почти каждого персонажа. Обидно? Обидно. Ну, что поделать. Такая жизнь. Там, кстати, у Неогейма тоже как бы... Лина в двойку. Но это печально. А, так там Гранд Геральт стырил скилл Гримтача, поэтому он меня так ваншотнул. Если бы не такое было, то вряд ли бы он меня так ваншотнул. Если бы он стырил бы какой-то скилл Марса, то было бы все замечательно, как по мне. Потому что вряд ли бы Лина справилась бы с Трентом в двойку под отхилом 2 жриц. Хотя, кто его знает. Рандом это такое. Бог рандома не привык щадить и давать пощады. И в целом помогать как бы кому-либо. Знаете, вот если жрица накидывает на врагов свой скилл, то почему это не работает на чернила? Вот кто мне может ответить на этот вопрос? Почему не работают чернила тогда? То есть логично было бы предположить, что когда жрица накидывает под чернилами, на чернила свой скилл, то он бы размножался. Почему здесь такое не работает? Кто знает. Одним разрабом это видно. Но... Ты ничего себе, Манки Кинга в двойку собрал.
Интересно. О, это тоже интересно. Такое мне нравится. Мана плюс 50. Но я возьму арканцы. Знаете, почему я взял арканцы? Потому что у меня у Трента арканцы, у меня будет у жрицы арканцы, и, соответственно, у меня будут все прекрасно с маной. Это намного лучше, чем взять этот кристаллик. Поэтому я, в принципе, доволен. Доволен, будь здоров, как слон доволен. Так вот, о чем это я? 2 пары арканцов есть, 60 мана восстанавливаю. Шикарно, прекрасно. Скамейка. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Молодой ты уважаемый человек. Живи долго и счастливо. О, привет! Стырил мою жрицу, прикиньте. Стырил мою жрицу. Это моя жрица. Верни ее домой. Интересно, кто кого сейчас вынесет? Ну, по идее, должен я его вынести, потому что у меня есть тренд и жрица в двойку. А жрица в двойку ничего себе хилит. Ну, на минуточку. У меня, кстати, Гран Геральт тоже стырил скилл. Вот это вот хорошо. Жалко, Гран Геральт у меня всего лишь в единицу. Был бы в двойку, было бы замечательно. У меня было бы 2 жестких отхила. Я бы тогда все и все тут просто аннигилировал. Там Достат имеет винстрики, у него 6 людей. Это плохо. Это очень плохо. Это ужасно. Лондруид и Гран Геральт. Кабанчик 7 монет стоит. А еще какие тут кабанчики у меня? Ну, что-то как-то свиноферма, ну, не очень растет, если честно. Как бы прикольно, да, каждый у тебя там инкам растет, все такое, но она, посмотрите, сколько места занимает. По сути, это реализовать можно только в том случае, если у тебя есть... ну, если ты играешь через... Блин! Вдруг кто не понял, что только что произошло, это я не поменял Гран Геральда с Лондруидом. Мне Лондруид еще нужен, и в принципе неплохо, если он будет суммонить. А еще мне не нравится, что жрицы накидывают свой хил не туда, куда надо. Тоже, кстати, огромный минус в этом плане. Достат победил уже 12 раз. Ничего, готовься, молодой. Я заберу твой винстрик. Очень быстро. Вертолет. Почему? Вот закон подлости. Взял 8 уровень, немного рольнул и получил балабену. Я, кстати, наверное, буду ролиться. У меня есть впечатление, что мне нужно ролиться. Если я не буду ролиться, то вряд ли у меня сейчас получится что-либо адекватное сделать. Но там есть, кстати, вот этот маг-волшебник. Я вряд ли его переживать буду. Он должен меня испепелять пока что. Ну вот. А, ну да, тут еще и Леон в двойку. Ну, я не... Конечно, конечно. Моя Лина кастует не в чернила, его Леон кастует в чернила. Естественно. Это, ну, в принципе, это естественный отбор. Так и должно быть. Пицго прервал победную серию 12. Привет. Ля, сколько людей вылетело. Уже 2 человека вылетело на 18 раунде. Прикол? А, 1 человек, ладно. Мне что-то показалось 2 человека. Так, у меня почти моя ферма выросла. У меня почти моя ферма выросла. Я, кстати, не знаю, я, наверное, лунруиды даже ставить не буду. От него как бы сейчас толку мало. Да, я, короче, решил, что мне лондруид этот не нужен. Пока у меня есть возможность, я буду брать уровень. В принципе, у меня 61 хп. Кого я боюсь? По сути, никого не боюсь. Единственное, чего я боюсь, это бога рандома, который, ну, не будет ко мне добр сегодня. Так как я вижу, что что-то, знаете, с натяжечкой прям идет. Так вот, с такой тугой натяжкой. Так, ты кто? Так, скилл Эмбера стырил. Замечательно. Так, отхил есть. Пошел. Ну вот посмотрите, насколько жесткий отхил. Если нет инкастового дамага, просто... Мало ли того, что я сейчас Дженни вынес, так я еще и Пицго вынес, которого был винстрик 5 на секундочку. Мне шлундрит такой: ты меня продал? А я вернулся. Да знаете, тот друг на гулянке, которого вы уложили первого спать, и по итогу он через некоторое время возвращается. Ну вот, скамейка, я обожаю. Обожаю тебя.
тырит моих жрецов. Вы прикиньте. Ну, это... Как это назвать-то, а? Вот как это назвать? Крыса? Ну ладно, не крыса, я шучу, если что. Если что, я все говорю сарказмом. Я никого не хочу обидеть. Рофлю, шучу, говорю сарказмом. А то некоторые мой сарказм иногда воспринимают на то, что я как бы, ну, как-то кого-то пытаюсь обидеть. Но нет, ребят, я никого не пытаюсь обидеть. Мне в этом нет смысла. Контент есть контент, без обид. Кстати, почти у меня 9 уровень. Я, наверное, и дальше буду брать 10. В принципе, почему нет? Мне с 10 уровнем будет все замечательно, так как мне нужен орк-жрец. И от легендарного духа я как бы тоже не откажусь. Так, 10 монет есть, 10 монет есть. А эти кабанчики пусть еще растут. Вот видите, плюс 20 монет. Но сразу говорю, я, если честно, эти бы кабанчики юзал только в том смысле... Я мастерскую буму возьму. Мастерскую буму я взял не просто так. Мне нужны будут предметы. А так как я хочу играть через орка-жреца, то эти предметы будут мне необходимы. Будь здоров. Не знаю, тренд мне теперь-то нужен в тройку или уже не нужен. Сейчас та стадия игра, которая, ну, такой, знаете, 50-50. И надо, и не надо. Но ты долго живи. Долго живи, скамейка. Угу. Живи. Живи, пока я тебе разрешаю. Сейчас скоро мы с тобой пообщаемся. Ох, как мы с тобой тесно пообщаемся. Так, вот ты пришел ко мне. Ага. Так, отхил есть. Пошел. Отхил пошел. У Эмбера у меня скилл. У Грангеральда скилл Эмбера. Замечательно. Под богами. Все, поехал. Просто 3200 урона у Грангеральда. 3200 урона у Грангеральда. 4000 у Грангеральда. Блин, я хочу, чтобы у меня теперь Грангеральд был в двойку. Если он еще пару раз так стырит обалденно свой скилл, то все. Это торб. Думчик есть. Антимаг есть. Вот то какой. А что там по кабанчикам? Так, кабанчик один. Все, остальные пока пусть растут. В самом деле, как-то долго они растут. Они у меня растут с 10 раунда. Не, может так и должно быть. Ладно, возьму Дума. Doom это моя подстраховка. Doom это моя подстраховка. Так, Neo Game снова на своих магах. Так, ну тут я откисаю по-любому. Опять. Ну, ладно. С Battle Fury. Ничего себе. Блин, ну мне надо либо 10 брать уже. Вы можете уже вырасти, алло. 23 раунд, на секундочку. Короче, в баню я продал 2 кабанчика. Нет времени терпеть больше. Так, что я могу стырить тут? Не хватает одного предмета, чтобы я мог хапнуть 5 тира предмет. Не знаю, надо расстановку как-то поменять, как по мне. Потому что что-то меня этот маг прям разрывает. Без шансов причем. Дума я хочу пока что оставить. У меня есть на это причины. Так как Doom дает Silence, так как он дает минус от heal, то Дума, я думаю, стоит все-таки оставить. Он необходим мне. Я как раз мага заткну, жреца заткну, вдруг чего. Антимага, может быть, заткну, если он меня не взорвет быстрее. То вы... А где антимаг? А где антимаг? А, вон он, молодой. Молодой горячий находится там, но ничего страшного. На, давай, Дум. Дум по всем. А где мой Дум? А, Дум вон. Не, Дум имба какая-то. Если его в двойку собрать, под гримтачем, это еще та машина будет. Я тут, конечно, проиграл. Сайленс мне, конечно, не очень приятно прилетел. Так, скамейка снова проиграл. А вот будешь знать, как моих жрецов тырить, понял? Так. Кабаны не растут. Ну ты прикинь, плюс 8 до сих пор. 25 раунд на минуточку. 25 раунд на минуточку. Ладно, в баню, короче, я буду ролиться. Слишком много времени уже прошло. Мне надо ролиться. Кстати, я поставлю уже, наверное, жрецов.
Нужен ли мне уже тренд? Вот если так откровенно подумать, тренд не нужен? По идее, не особо. Ну, по идее, не особо. Но хилит он довольно-таки прикольно. Тренд в троечку. Я думаю, можно пока оставить тренд там. Угу. Да вы... Моему терпению скоро придет конец. Ох, как моему терпению придет скоро конец. Точнее, уже пришло. Знаете, мои мысли меня зачастую опереждают. Ой, какое опереждают? Ты чё, Саня, алло? Что ты несешь? Какое опереждают? Подожди. Я правильно сказал? Опереждают. Или опережают. По-моему, правильное слово будет опережают, а не опереждают. А ну-ка в комментариях меня поправьте, правильно ли я только что сказал эту фразу или нет. Опереждают или опережают? По-моему, опережают, правильно говорится. У скамейки там как-то, ну, слишком жестко. У него хоть денег нету, но у него зато есть хороший апгрейд. Ну, такой, добротный, я бы сказал бы. Кстати, а мне вот интересно, я играю на богах-жрецах, и он играет на богах-жрецах. Кто кого контролить как будет? Интересненько. Яичко. Яичко. Угу. Угу. Мне это все не надо. А это приятно. Это будет приятный бонус. Как-никак, у меня не жрец, который бьет ауе-тычкой. Поэтому все как надо, все как по фэншую. Все как доктор прописал. И я, наверное, трента уже буду, наверное, продавать. Вот что-то как-то... Есть сомнение на то, что он мне уже не нужен. Да, в баню его. В баню его, слишком долго он приходит. И думу буду апать потихонечку. Кстати, у меня же еще есть мастерская бума, которой я могу апгрейдить шмотки. А ну-ка давай. Ну, честно, так себе шмот. Ну, а безоруж пойдет еще. А безоруж пока что еще пойдет. Мне нужен шар бездны. Без шара бездны будет все очень плохо. С шаром бездны я буду переживать 3 магов. Если у меня не будет шара бездны, то меня вынесут без единого шанса. Шар бездны, мне кровь из носа необходим. Так, ведьмак там есть, отлично. Так, Дженни вылетел. Скамейка вылетел. Ничего себе. А так можно было? И мне не надо за него ныть? Мне не надо просить, чтобы кто-то за меня наныл на такого персонажа? Серьезно? Да вы рофлите надо мной. Быть такого не может, чтобы я не поныл, и мне эта фигура пришла. Причем так рано. О! Ну что там магия? Как там дела сейчас у вас будет? У вас как там настроение магии? Хорошее? А я сейчас вам его немножечко попорчу. Сейчас у магов как такое веселье будет. Ай-яй-яй. Сочувствую магам. Так, обезоружь на антимага. Прекрасно. А можешь еще думчик накинуть? О, вот это, вот то, что реально доктор прописал. Дум массовый на всех. И антимаг, который не может кастануть свою способность. Какое еще может быть блаженство? Еще и Грангерль стырил скилл Эмбера. Бог ты мой. Песня. 3 мага, у меня шар бездны, и я играю на богах-жрецах. Какие шансы? Давайте сейчас ролик на паузу ставите. И пишите в комментариях, какие шансы. О май гад. О май гад. Зевс. А давай Зевса в двойку еще. Вот чтоб не скучно не было, давай Зевса в двойку. Ой-ой-ой-ой-ой, не используя яиц, апнул жреца легендарного.
Ху-ху-ху. Я чувствую, будет весело. Веселье только начинается. Так, маг. Чпук-чпук-чпук. Потырил. Отлично. Разор растырил. Шикарно. Дум налетел сразу на котла. Прекрасно. Мне это нравится. Еще и Зевс закастовал свою способность. Все, все. Маги, у меня есть шарбезны. У меня есть куча отхила. Какие ваши шансы? Да никаких у вас шансов. Молодые, все. Ваше время пришло. О, еще и жрица апается потихонечку. Прекрасно. Что может быть лучше, чем хорошие новости? Я доволен. Не знаю, я как так сделаю расстановку по нескольким причинам. Во-первых, у меня есть шарбезны. Шарбезны отлично работает против магов. Это как бы первый момент. Второй момент. Жрица света, которая дает АОЕ отхил. Ей нужно, соответственно, чуть ближе быть, чтобы она накидывала свой АОЕ отхил как надо. И, соответственно, мои фигуры должны быть чуть поближе, иначе отхил будет кидаться куда-то туда, в соседнюю страну. Не знаю, там... Винстрик сбил. Просто куда-то будет в соседнюю страну накидывать свой отхил. И все, и делай, что хочешь. Отлично. На самом деле, что Жрица Света, что Дум, они все время кидают куда-то свои способности, куда-то, ну, никуда, куда надо. Они, ну, вот они какие-то бездари. Кстати, сколько? 3 мага в катке. 3 мага и 1 ведьмак морской. Морской ведьмак. Морской ведьмак с духами. Обалдеть. Там разор в тройку. Ничего себе. За 7 монет. Ага. А у меня сколько дает контроль дед? Сейчас, секунду. Я хочу подумать. Может быть, мне попробовать оставить 4 жреца? Либо же, может, просто 5 на столе. Хотя, на самом деле, если я так сделаю, я тогда потеряю свой отхил, свою живучесть. Ну, короче, все свое потеряю. Жалко, у меня нету рога войны. Был бы рог войны, я бы закинул ворка жреца, это был бы прям развал. Это было бы конечное для них. Я бы тогда так спамил, как никогда в жизни никогда не спамил. Хочу Зевса в двойку. Но у них вообще шансы маленькие на победу. Да, вот это, кстати, хорошо. Вот этот метаморфозм, это хорошая шмотка. Короче, когда вы наносите на своем столе, вы получаете 20%. Не так. Не с того начал. Давайте я начну с самого начала. Смотрите. Вы наносите определенное количество урона, допустим 10, на своем столе. От этих 10 урона вы восстанавливаете себе своему шахматисту 20% хп. Если, соответственно, вы на вражеском столе наносите 10 урона, вы восстанавливаете 40% себе хп. Поэтому это на самом деле прикольная тема, вот этот метаморфозм. В лейте это нормально так вас иногда может спасти, если вы уверены в том, что вы будете выигрывать своего противника. Но это только если вы уверены. Если вы не уверены, то, естественно, лучше... Вот, кстати, еще один минус жрецов. Если жрецы заранее сдохли, то финита ля комедия, контроля не теряют. Но я что-то, кстати, не понял, каким образом... Минус 24, норм. Я что-то и не понял, каким образом он так жестко пробил мою жрицу. Она под шаром бездны, было все как надо, то есть все как доктор прописал. В чем проблема? В чем твоя проблема? Объясни мне. Леший. А вот не задача. Куда? Вместо кого мне ставить их всех? Единственный какой вариант у меня был, это распродать волшебников, поставить лешего. Хотя не, я Дума хочу оставить. Дум это тот персонаж, который в действительности жестко может помочь.
А менять его на Зевса, ну, такое себе решение будет. Если я когда-нибудь в жизни поменяю Зевса на Лешего, то это будет прям, не знаю, лютый апгрейд Леш. Вы посмотрите, сколько у меня уже хп восстановилось. И самое обидное то, что все это происходит на моем столе, а не на столе противника. Вот если бы я на столе противника столько хп наносил, то все, там конечно. Для всех конечно. Так, Зевс, спасибо. Так, ролимся, потому что сейчас будут уже конечные бои. Зевс двоечку, отличнейший. Ух ты! А чё, Зевса можно в тройку? Нет? Ну ладно. На последних, короче, 33-й раунд у меня только туда жрица в троечку пришла. Обидно. Как бы мне хотелось посмотреть на жрицу раннюю. Вот на мгновение представьте жрицу раннюю в троечку. Это ж кайф. Ну, когда-нибудь я ее соберу. Так, сейчас буду брать 3 фигуры под контроль. Кто тут батя? Я тут батя. На самом деле я обожаю играть на богах-жрецах. Боги-жрецы — это то, что доктор прописал. Это прям, знаете, как состояние хорошей души. Осталось, кстати, 2 мага. Чисто битва магов. И я. Но им все, им... Я не знаю, что им нужно делать. Я их вынесу без единого шанса. Я, кстати, оставлю на всякий случай спам. Три фигуры я и так беру под контроль. Но, в принципе, я тогда могу поставить Дума. Самые дорогие фигуры у меня есть. Да, я поставлю на всякий случай. Знаете, береженого Бог бережет. Поэтому что правильно? Я на всякий случай поставлю Дума. Мало ли что-либо произойдет, и этот Дум может мне зарешать. Без шансов. Без шансов. Какая эпическая музычка в конце, а? Это кайф. Это кайф. Это просто кайф. В общем, я обещал поговорить о плюсах-минусах в течение катки, но катка настолько была эпическая, что я даже не мог вставить фразы плюсы-минусы, поэтому давайте поговорим о них сейчас. Смотрите, плюсы богов-жрецов. Во-первых, минимальная КД, много отхила, как вы заметили. Если вы собираете жрицу в тройку раннюю, то считайте, что вы почти непобедимы. Единственный контрпик лютый — это Doom, который может весь отхил этот порезать. И главное понимать, что вы играете в долгую, и вам нужны какие-то персонажи, которые будут разбирать всех вот этих вот, ну, переваривать их потихонечку, понемножечку. Но если против вас будет антимаг, что не дай бог, вот просто крест, не дай бог, не дай бог против вас будет антимаг. Он вашу сборку испепелит, если у него есть медальон, и не дай бог он под гритером, потому что вы тогда под контроль вражеские фигуры брать не будете. Есть несколько методов игры на богах-жрецах. Во-первых, через спам, это орг-жрец. Я бы его показал, но, к сожалению, не удалось раскрыть, как это очень быстро закончилось. Но, в принципе, я думаю, многие уже видели не раз, когда я реализовывал богов-жрецов через лютый спам этого орка-жреца. Поэтому орк-жрец — это как один из вариантов. Второй момент — это играть через зомбика, это нежить-жрец. Когда вы играете через него, вы наносите чистый урон, огромный AOE сплэш, ну и, соответственно, это чистый урон, который уменьшает максимальное хп противника. То есть там есть определенный процент, который он хавает. И он отнимает это у вашего противника, тем самым уменьшая ему максимальное количество хп. То есть у него было 1000, станет там 900, 800 и так далее, и так далее. То есть опустить до такого минимума, когда вы его сможете забрать с автоатаки с руки. И это нужно учитывать на самом-то деле. Кого вы должны от люто опасаться? Гритера, шамана, спамера зверя, скорее всего, потому что вы в долгую играете, а звери это любят. Зверь — это тот перс, который обожают, когда кто-то играет в долгую, потому что пересумонит, не дай бог. Ну и, соответственно, антимаг. Антимага вы боитесь во всех вариациях. Ну и также вы боитесь челов, у которых есть медальон. Вот этот медальон первого тира, который снимает контроль жрецов. Работают жрецы следующим образом. Вдруг кто не знает, объясняю.
У вас есть 4 жреца, и у вас 8 уровень. Соответственно, у вас должно быть на столе только 4 фигуры жреца и 8 уровень. Тогда вы возьмете 4 вражеские фигуры под контроль, самые дорогие, грубо говоря. То есть, вот смотрите, у вас жрецы стоят по 5, на продажу по 5 монет. Соответственно, они максимум, кого могут взять, это все фигуры, которые стоят по 5 монет. И, соответственно, чем меньше. Но выше они не могут взять. То есть, они не могут взять под контроль фигуры, которые стоят 6 монет. Я думаю, тут вы должны прекрасно понимать. Если что, я говорю про цену продажи этой фигуры. В принципе, все. Минусы, плюсы я рассказал. Это самые жесткие минусы, плюсы. Плюсы, ну вот я же говорю, что это необычно, это прикольно, это фан-билд. Это реально фан-билд, но я на нем обожаю играть. Раньше я на нем как любил играть? Я любил играть, допустим, на каких-то богах-орках и потихонечку собирать жрецов. Вот потихонечку, понемножечку. И когда мой противник уже расслабил свои булочки и думает такой, да все, это победа, я выиграл, ля-ля, тополя. Все. А я беру такой ему, а дорогой мой, смотри прикольчик. И жрецов ему ставлю. 5 жрецов в ряд, 5 фигур у него забираю. И просто он своим же керри, либо же я его же керри выношу весь его стол. А, ну еще, кстати, есть огромный минус. Это минус разработчикам. Им просто огромный минус на все лицо. Это в том, что если вы раунд закончили за 3, 4, 5 секунд, есть такая тема у разработчиков, что игра посчитает, что это, ну, вы не выиграли за 5 секунд его. То есть вы вынесли его за 3 секунды, у вас остается еще его фигура 6 секунд под контролем. А игра такая... Не, что-то как-то не то. Будешь еще играть. Еще поиграете. Он не проиграл. Тебе кажется. И контроль сбрасывает, и все, вы дальше продолжаете играть. Это так бесит на самом деле. Это нереально бесит. Ну, в принципе, все. Плюсы и минусы рассказал, самые жесткие моменты такие рассказал. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я хочу напомнить, ребят, никакую сборку я сегодня не говорил, но, соответственно, от вас лайк. Давайте просто достигнем 50 лайков, скажем так, это будет мой новогодний подарок. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на YouTube канал и на Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!